Главные новости сегодняшнего дня. Известный певец, сотрудник организации Вячеслав Малежик стал чувствовать себя лучше и, по словам лечащих врачей, через несколько дней будет выписан из больницы. Несколько дней назад Вячеслав Ефимович Малежик подвергся нападению во время праздника комитета. Однако лечащим врачам удалось стабилизировать ситуацию и в кратчайшие сроки поставить артиста на ноги. Сегодня утром в Кемеровской области Анжелика Варум и Леонид Агутин попали в дорожно-транспортное происшествие. Артисты возвращались с музыкальных гастролей из города Барнаула. «Мерседес», в котором ехали известные артисты, в районе железнодорожного вокзала совершил столкновение с иномаркой. Леонид Агутин отказался от госпитализации и поехал в гостиницу, а вот Анжелика Варум оказалась в больнице. Какие травмы получила певица, пока неизвестно, однако ближайшие концерты с участием Варум отменены. Актеру Борису Щербакову, которому вчера исполнилось 75 лет, провели срочную медицинскую операцию по восстановлению костей мозга. Отметим, что несколько дней назад Борису Васильевичу Щербакову стало плохо прямо в подъезде собственного дома. Артист упал и получил сотрясение, после чего был госпитализирован. Сегодня утром известная телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева была срочно госпитализирована в Московскую больницу номер 47. На данный момент у Елены Васильевны Малышевой два диагноза – это гипертонический криз и сильное пищевое отравление. На данный момент состояние здоровья телеведущей удовлетворительное. Врачи выясняют причину отравления. Команда Никиты Михалкова и Следственный комитет Российской Федерации во главе с товарищем Бастрыкиным провел крупную операцию по аресту и конфискации недвижимости и имущества среди известных публичных личностей телеведущего Ивана Урганта и певицы Надежды Бабкиной. Более того, помимо конфискации имущества и недвижимости, Иван Ургант был арестован и доставлен в полицейский участок, а после на личную беседу к начальнику Следственного комитета Александру Бастрыкину. Стало известно, что причина ареста Ивана Андреевича Урганта – это колоссальные долги по налогам, которые превышают более 100 миллионов рублей, и нелегальный бизнес за рубежом, о котором он не поставил в известность российские власти. В частности, за целую неделю проверки, организованной антикоррупционным комитетом, у Ивана Урганта и Надежды Бабкиной были арестованы следующее имущество, недвижимость и финансовые средства. В частности, у Ивана Андреевича Урганта были арестованы 4 дома-особняка на территории ближнего и дальнего зарубежья, сеть бильярдных клубов на территории Российской Федерации и 2 ипподрома, местоположение которых не уточняется. Помимо этого, у известного телеведущего были изъяты автопарк на 40 автомобилей иномарок премиум-класса и денежные счета в валюте на 37 миллионов долларов и 15 миллионов евро. На первом допросе Иван Ургант не смог объяснить, откуда у него появились данные финансовые средства. По этой причине они были конфискованы. Известная певица Надежда Бабкина, которая на данный момент находится под арестом, также лишилась крупной недвижимости и имущества. У Надежды Бабкиной арестовали и конфисковали 10 трехкомнатных двухэтажных квартир, пентхаусов в крупных городах Российской Федерации. Сеть ресторанов быстрого питания, спортивно-развлекательный комплекс в городе Санкт-Петербурге и сеть супермаркетов по продаже бытовой техники и электроники, которая располагалась на территории всей России. Общий ущерб от конфискации имущества для Надежды Бабкиной составил почти 24 миллиона долларов. Сегодня рано утром в Санкт-Петербурге ушла из жизни известная российская и советская актриса, народная артистка Российской Федерации, старейшая артистка театра имени Чехова Раиса Максимова. Раисе Николаевне Максимовой было 96 лет. Причина смерти – сердечная недостаточность.
За плечами Раисы Николаевны более 150 ролей в театре и кино. Раиса Максимова в разные годы своей творческой карьеры выступала на одной сцене с такими знаменитыми артистами, как Олег Табаков и Олег Ефремов. Член комитета, известный артист и бывший участник спецоперации Никита Александрович Малинин женился в 3-й раз. Первая супруга Никиты Малинина оставила своего мужа после того, как он получил тяжелое ранение во время участия в спецоперации. Вторая супруга артиста погибла весной этого года в результате несчастного случая. Третьей супругой Никиты Александровича стал медицинский работник, медсестра одного из госпиталей города Москвы. Пресс-служба комитета сообщает несколько трагических новостей из мира шоу-бизнеса и культуры. Объявлен большой траур в семье известного российского композитора и певца Игоря Юрьевича Николаева. Сегодня утром на Миусском кладбище столицы началась большая траурная процессия. На кладбище собрались сотни жителей города Москвы и известные публичные личности, такие как певица Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Виктор Дробыш и Александр Малинин. От антикоррупционного комитета в траурной процессии принимали участие актеры Александр Домогаров, Вера Алентова и Мария Шукшина. Несколько дней назад в жизни Игоря Юрьевича Николаева произошла большая трагедия. В подмосковном особняке артиста в личном ночном клубе Игоря Николаева во время праздничного гуляния произошел пожар. В результате трагедии погибла младшая дочь известного артиста, а также внебрачный сын Игоря Юрьевича, который также носил фамилию Николаев. Игорь Юрьевич Николаев давно имеет проблемы с сердцем, и во время прощания со своими детьми известному композитору стало нехорошо. Игоря Юрьевича госпитализировали. Есть подозрение на сердечный приступ. Сегодня утром супругу пресс-секретаря, известную фигуристку Татьяну Навку, выписали из больницы, в которой Татьяна Навка находилась несколько недель после трагического исчезновения, которое произошло в Приморском крае несколько недель назад. По словам лечащих врачей, Татьяна Навка чувствует себя удовлетворительно и уже может приступать к исполнению своих служебных обязанностей. После укуса лисы и, как следствие заболевания бешенством, скончался молодой российский актер, сын известного актера Михаила Половцева, Семен Половцев. Несчастье произошло еще несколько недель назад. Семен Половцев находился на охоте и получил укус от лисы, после чего заболел страшным заболеванием и скончался прошлой ночью. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.